Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. И сегодня я нахожусь в Латгалии. Это восточная часть Латвии. И абсолютно случайно нашел интересный деревенский домик. Судя по дороге, которая ведет к нему и которая давно заросла, я думаю, что этот дом заброшенный. В последнее время некоторые подписчики интересуются, можно ли поддержать канал. Если у вас есть желание поддержать проект, в описании под видео будет ссылка, перейдя по которой вы сможете перевести деньги. Пишите, на какую цель вы присылаете средства. Я очень хотел бы приобрести микрофон и квадрокоптер для лучшей съемки, а также на поездки и на помощь людям, живущим в деревнях. Буду очень благодарен вам за любую поддержку. Приятного вам просмотра. Окна целые, но на жилой дом это не похоже, потому что все заросло травой и никаких тропинок нету, по которым кто-то ходил бы. Это, наверное, был дом, а вот это сарай. А вот и выбитое окно. Видно то, что внутри побывали мародеры. Тут, наверное, была кухня. Вот такая печка осталась. Кстати, как я заметил, во многих деревенских домах печки частично разобраны. Возможно, мародеры искали какой-то клад или что-то ценное в этой печке. Банка от майонеза. А тут полный погром. Перевернутый диван и дыры в полу. Вешалка для одежды когда-то была. Какие-то книжки на русском языке. Борис Акунин, статский советник. В шкафу лежат вещи. Матрасы, одеяло. А здесь все пусто. Наверное, все ценное уже давно забрали мародеры. Такие ящики, что не хотят открываться. Видно, что тут давно никто не жил. Даже стены и потолок в довольно плохом состоянии. Следующая комната. Электричества здесь нету. Стулья. Дыра в полу. Я вот не знаю, может быть, это был погреб, и кто-то искал здесь что-то ценное. Но, кстати, яма довольно маленькая. Поэтому я не уверен, что это был погреб такой маленький. Застывший электрический счетчик. Коробка от конфет.
Конфеты Лайма латвийского производства. Чеки за электричество, датированные 2010 годом. На электричество в месяц уходило около 10 латов. Это очень дешево тогда все было, сейчас уже намного дороже. Еще счета за электричество за 2009 год. Тогда у нас в стране были еще латы. И здесь цены в латах указаны. Это, наверное, было расписание автобусов, курсирующих из этой деревни до города. Кстати, до сих пор занавески висят. И подо мной трещит пол. Надо очень осторожно тут ходить, потому что можно провалиться в любой момент. Кстати, чьи-то штаны даже остались. Рваные джинсы. Кухонный столик. Две такие интересные лампы. Энциклопедия о медицине. Книжка на русском языке. Книжка на латышском языке. Календарик по сельским работам. 1981 год. Русская литература. Я воспитываю ребенка. Книжка про медицину. Возможно, здесь жили дети со своими родителями. Романы. Или же люди, которые увлекались медициной или работали врачами. Уже несколько книг нашел о медицине. Следующая комнатка. Ну, тут довольно пусто. Диван. Какая-то фотография. А, это была икона. Какая-то старая икона висит. Комодик. Комодик полностью пустой. Это латышский певец. И еще какие-то наклейки. Да, все ценное здесь уже давно забрали. Но несмотря на это, дом по-прежнему очень интересный. Следующее помещение. Электричества тоже нету. Грабли лежат. Подушка. Разные журналы 2010 года. Вероятно, здесь не живут люди уже 12 лет. Посуда, перчатки. Старые газеты. Что-то про строительные материалы. А тут была кладовка.
Много бутылок от пива. Но судя по слою грязи на них, стоят они здесь уже очень давно. Шкаф, но полностью пустой. Осталась чья-то куртка. Кстати, на шкафу лежит пустая пачка от сигарет Премьер красных. Вроде бы сейчас у нас такие уже не продают. Тут продолжение кладовки и чердак. Обалдеть, какой огромный деревянный сундук. Но внутри почти пустой. Сахарные мешки и обои. Возможно, люди, которые здесь жили, когда-то хотели делать ремонт, но что-то пошло не так. Кстати, довольно красивый чайник. Но все ценное здесь уже давно вынесли. Подушки лежат. Попробую заглянуть на чердак. Часто что-то интересное бывает и на чердаках. Что-то мне аж как-то не по себе стало. Тут стоит икона и стул. Икона стоит прямо на чердаке. Икона Господа Бога. И много пластинок. Пластинки. Мелодия. Я думаю, на них записана какая-то музыка. Диско-клуб. Танго. Вот это находка. Я думаю, здесь жили верующие люди, потому что это уже вторая икона, которую я нашел в доме. Ящик с банками под толстым слоем паутины. Вполне возможно, что в этом доме уже никто не живет на протяжении 12 лет. Кстати, на выходе нашел упаковку от средства для травли мышей. Но вот эта икона, которая стояла на чердаке, и перед ней стоял стул, показалась мне довольно странной. Возможно, люди ходили молиться на чердак. Что она там делает, как-то для меня непонятно. Ну что ж, попробуем заглянуть в сарай. Очень много кустарников. Сарай тоже открыт нараспашку. И тут тоже погром. Коробки от пива. Наверное, люди, которые жили здесь, выпивали.
потому что пустых бутылок от алкоголя я нашел уже довольно много. Кстати, тут есть еще вторая часть этого сарая. Смотрите, старые лыжи деревянные. Раньше у нас в Латвии были очень снежные зимы, холодные. Поэтому многие катались на лыжах. Чья-то куртка висит. И веревка. Такой вот сарай. Вторая часть сарая. Может быть, тут была баня? А нет. Тут не баня. Тут, наверное, было помещение для сельских животных. Потому что тут очень много сена. И вот такой вот загончик. А это, возможно, была кормушка для животных. И тут не очень приятный запах. Все заросло папоротником. Сельский туалет. Все в паутине. И очень много газет. Да, я думаю, что люди здесь не живут уже очень давно. Кстати, напишите в комментарии, может быть, кто-то знает, что это за ягоды. Потому что мне интересно, я вот знаю, есть такие ягоды съедобные, а есть какая-то красная волчья ягода, которую нельзя кушать. Здесь их очень много. Что-то похожее на вход в погреб. Да, это действительно был погреб. Кстати, дверь по-прежнему на замке. Но в двери дырка. Наверное, мародеры хотели взломать погреб. Отломили эту доску. Увидели, что там ничего нету. И ушли. Но я ломать ничего не буду. Продолжение хутора. И тут еще одно строение. Домик с трубой. Вот это, наверное, уже точно была баня. Кстати, старый колодец. Очень похоже на колодец. Там до сих пор есть вода, но она очень мутная. А вот это, наверное, была баня. Попробую зайти внутрь. С окошком даже. Да, вот это была баня. Обалдеть просто. Одежда лежит. Даже запах такой, как в бане. Средства от насекомых. Это был предбанничек такой небольшой.
Все в паутине. Здесь очень давно никого не было. А вот это вот уже сама банька. Смотрите, это даже веники. Это здесь остались старые веники, которыми когда-то парились обитатели этого дома. Время, конечно, нещадная штука. Убивает все. Какой-то котелок был, наверное. А тут была печка. И снова почему-то печка разгромлена. Честно говоря, практически в каждом заброшенном доме деревенском, где я бываю, почему-то разгромленные печки. Я вот не знаю, может быть, раньше люди часто прятали что-то ценное в печке, и поэтому мародеры первым делом взламывают печку, чтобы что-то найти. Тут еще рядом есть пруд, но он весь уже очень сильно зарос и загрязнился. В общем, спасибо всем за просмотр. Вот такой заброшенный хутор сегодня мне удалось найти. Место, где люди не живут уже больше 10 лет. Надеюсь, вам было интересно. Всем удачи и до новых выпусков. Всем пока.